Какой у вас самый главный страх? В 90-х произошел случай. Поздним вечером девушка шла по жуткому темному парку, и на нее напал мужчина, приставив нож к ее горлу, угрожая ее зарезать. На что она сказала: «И чё?» Перевод, конечно, недословный, но ситуация реальная. Нападавший был настолько сбит с толку, что отпустил ее, и она просто продолжила свою прогулку. А на следующий день вернулась в тот же парк и прошла тем же маршрутом. Тем же временем Боб Торнтон, секс-символ Голливуда 90-х, играющий на экране крутых парней, в жизни испытывал животный ужас и приступы удушья при виде антикварной мебели. Как вообще такое возможно? В детстве я боялся ветра, хотя сейчас спокойно прыгаю с парашютом. Подростком выходить к школьной доске, хотя уже тогда вел YouTube-канал. И по-прежнему боюсь пчел и ос, хотя за всю жизнь ни одна из них на меня даже не села. И вот пока на одной части планеты я боялся насекомых, где-то далеко миллионы людей боятся арахисовой пасты и женщин. Да, такое тоже бывает, и называется гинекофобия, паническая боязнь женщин. Шутить в комментариях про это не надо. И где в этом всем хоть какая-то логика? Почему одна не боится смерти, а другой боится мебель больше смерти? Ну, может, это вполне логично? Сегодня мы ответим на вопрос, почему мы боимся, как наш мозг формирует страхи и зачем они нужны, какой общий принцип объединяет твой страх перед публикой, страх нового и страх пауков и высоты. Ну и самое главное, как избавиться даже от самого сильного страха. Но что вообще такое страх? Представьте, что вы идете по лесу и видите змею. Точнее, вам кажется, что вы видите змею. На самом деле это просто изогнутая палка. Но ваше тело уже среагировало, сердце ускорилось, мышцы напряглись, вы отпрыгнули назад. Это сработала ваша амигдала. Древняя сигнализация в глубине мозга. Ей плевать на логику, она перехватывает управление быстрее, чем вы успеваете моргнуть. А наш неокортекс, часть мозга, отвечающая за, по сути, наше сознание, еще даже ничего не понял. И вот пока наша разумная часть только обрабатывает информацию, амигдала уже вколола вам дозу адреналина. И только лишь через время вы поймете, что угрозы не было. Но именно ваша реакция и продлила конкретно ваш род. Предки, которые не реагировали на каждый пустяк, не стали вашими предками. Они не выжили. Вот это и есть страх в чистом виде. Это реакция тела, которая происходит быстрее, чем вы успеваете о ней подумать. Как пожарная тревога, которая хоть и срабатывает ложно, но выполняет одну цель – обеспечить вам выживание. И ее поведение весьма логично. Лучше среагировать 100 раз, чем один раз промолчать и умереть. Но формировалась эта система в мире, в котором мы давно не живем, где внешняя среда представляла постоянную опасность, а социальные связи играли наиважнейшую роль. А потому, если наши предки боялись хищников и изгнания из общины, то сейчас многие из вас на улице с девушкой заговорить боятся больше, чем хищника. Хотя, это примерно одно и то же. В общем, банальное объяснение, которого вы уже 100 раз слышали. Любой страх, будь то страх чужого мнения, вещей или женщины, все в конце концов сводится к страху умереть сейчас или потом, потому что наш мозг так устроен эволюционно. Казалось бы, все правильно. Но нет. Существует арахибутерофобия – страх, что арахисовая паста прилипнет к небу. Кумпанофобия – страх пуговиц. Амфалофобия – страх пупков, даже своего. Некоторые люди его просто заклеивают. И даже черофобия – страх веселья. Да, есть люди, которые боятся быть счастливыми. То есть буквально все, что существует на Земле и что можно выдумать, вероятно, на это есть свой страх. Но убивает ли все это? Вряд ли. Так почему этого бояться? Наш мозг – это машина по созданию связей, которую он делает с одной целью. Ему важно предугадывать будущее, чтобы обезопасить себя. Но некоторые используют этот механизм еще и для выгоды. Так, один подписчик генерил нейронкой отзывы о разных популярных сервисах, публиковал их и на этом спокойно заработал около 20 тысяч рублей. А другой бесплатно получил в конкурсе NFT лягушку Пеппи в Телеграме за 16 тысяч долларов, продал и купил себе неплохую машину. И что логично, сделали это подписчики Абузища, канала моих друзей, который уже 5-й год бесплатно делится рабочими способами заработка. У них есть все. Подробные гайды по заработку с разных схем, например, на сборе бонусов, бонус-хантинге, где можно спокойно заработать по несколько сотен долларов, например, просто регистрируясь на популярных криптобиржах, или по несколько десятков тысяч рублей на банковских акциях. А с друзьями еще больше. И в их канале уже опубликованы мануалы по обузу банков на 18 тысяч, способы бонус-хантинга криптобирж на 200 долларов, гайды по заработку с ТГ-подарков, статья о заработке 20 тысяч на нейроотзывах и различные онлайн-подработки в их отдельном канале.
телеграм-канале, где можно заработать пару-тройку тысяч рублей всего за один вечер. И все это полностью легально и без вложений, ведь крупные компании и банки выделяют миллиарды рублей на рекламные кампании, а Абузище помогает на этом зарабатывать, оформив сотни разрозненных способов в понятные и проверенные пошаговые мануалы. И более 1000 отзывов с 2021 года это подтверждают. И если сейчас ты подпишешься на их канал, то все эти схемы тебе вышлет их бот совершенно бесплатно. Но советую не откладывать, ведь самые прибыльные схемы живут недолго. Поэтому, чтобы ничего не пропустить, ссылка на Абузище будет в описании. Наш мозг создает связи из того, что приходится. И часто не так удачно. Наша личность, наши мысли на деле не более чем выученные закономерности. Алгоритм. Как математическая формула. Мы становимся кем-то не из-за последовательностей, а из-за череды хаотичных событий. Ваши мечты и даже таланты зачастую результат сотен случайных слов, вещей и ситуаций, которые с вами произошли, пока ваш детский мозг впитывал все как губка. Ведь человек рождается только с несколькими рефлексами и страхами, громких звуков и падения. Рефлекс Мора. Он есть у младенцев с первых секунд. Поэтому даже быть человеком это не врожденное. В начале 90-х СМИ стал известен случай Оксаны Малой из Украины. Она росла в неблагополучной семье, в которой совсем не занимались ее воспитанием. И большую часть времени в детстве она проводила и жила с собаками. И когда ее нашли, она не умела говорить, она бегала на четвереньках и повторяла собачьи повадки. Хотя ее мозг был абсолютно здоров. Он просто в самый легкообучаемый момент запомнил один алгоритм и использовал его как основу. И страхи работают точно так же. Как они формируются? Первое – это условный рефлекс страха, то есть личная травма. Тут все просто. Если вас в детстве несколько раз сильно поцарапала кошка, ваш мозг запомнит закономерность, что кошка равно угроза. Второе – воображение. Если животные боятся того, что видят, то люди боятся того, что могут представить. Проблема в том, что наша амигдала тупая. Она не видит разницы между реальностью и картинкой в вашей голове. Особенно это отчетливо проявляется до 6 лет. У нас еще не работает логика, поэтому ребенок не отличает фантазию от реальности, а потому боится темноты и монстров под кроватью. Но и во взрослом возрасте мы страдаем тем же самым, превращая легкое волнение в катастрофу. Руминация. Это когда мы какую-то тревожную мысль постоянно прокручиваем в голове, усиливая свой страх. Причем зачастую этим страдают люди с высоким IQ, именно они более тревожны. Потому что их внутренний стимулятор работает слишком хорошо, а потому способен придумать сотню разных тревожных сценариев, из которых ни один не произойдет. Но разумеется, мозг не может бояться просто так. Ему нужно информационное зерно, слух, новость или фраза. В 80-х ученые проводили эксперимент. Они показывали обезьянам, выращенным в неволе, видеозаписи других приматов. На одних записях обезьяны спокойно смотрели на змей, а на других в панике убегали от них. И те обезьяны-зрители, которые никогда в жизни не видели змей и не имели причин их бояться, после просмотра за паникующими собратьями сами начинали бояться змей. Они научились страху, просто наблюдая за чужой реакцией. И мы ничем не отличаемся от этих обезьян. По сути, каждый из нас рождается без единого страха. До 11 лет формируются специфические страхи, связанные с выживанием тела. Страх животных, высоты, крови и так далее. Подростковый возраст – это эра стыда. В среднем именно в 13 лет появляется страх осуждения, страх общения, свиданий и прочих социальных страхов. Хорошая новость в том, что после 25 лет новые страхи почти не появляются, кроме очень сильных травм, а старые даже становятся слабее. Но 90% этих страхов выучены. Что-то мы увидели по телевизору, скопировали поведение любимого персонажа из игры или мультика и почти всему научились у наших родителей. Мы наблюдали за их реакциями, за их поведением, общением. И именно они в детстве заставляли нас стыдиться и бояться, часто потому, что когда-то эту же модель проецировали их родители. Поэтому так часто мы боимся общественного мнения, ведь нам навязали, что именно оно приоритетное, а наше собственное не очень. И поэтому нам так тяжело от этих страхов избавиться. Но может, это не так уж и плохо? Помните про девушку из начала видео? В научной литературе она известна как пациентка SM046. И изучали ее не потому, что она сигма, а потому что у нее было редчайшее генетическое заболевание – болезнь Урбаха-Вита. Из-за него у нее разрушились обе миндалевидные тела, те самые амигдалы. То есть встроенной сигнализации у нее просто не было, она не боялась ничего. И вроде здорово, но проблема – она не боялась ничего.
За свою жизнь она неоднократно оказывалась в смертельно опасных ситуациях. На нее нападали с оружием, она гуляла в опасных районах, трогала опасных животных и не понимала, когда перед ней плохие люди. Поэтому ее жизнь — это череда токсичных отношений и насилия. По некоторым данным, она жива до сих пор, но ее существование сложно назвать счастливым. Да и не факт, что она не умрет в скором будущем, потому что посчитает какого-нибудь маньяка забавным. Мы же с вами, хоть и загоняемся по пустякам, но с этой участью не столкнемся. Потому что наш страх — это вовсе не враг, а наш самый важный и смелый союзник. Да, эта система несовершенна и может давать нелогичные сбои. Например, произошло что-то очень стрессовое, и в этот момент на фоне играла веселая песня. Мозг склеил эту ассоциацию, и теперь спустя 10 лет на вас накатывает паника, когда вы ее слышите. Хотя песня безобидная. Скорее всего, у Боба Тортона произошло то же самое. Его мозг связал антикварный стул, на который он, возможно, смотрел, чтобы отвлечься, с каким-то детским ужасом, о котором он уже даже не помнит. Но тут есть важный нюанс. СМ не могла бояться, а у Боба это был вовсе не страх, а фобия. А в чем разница? Страх — это эмоция, функция, аналогична и пропорциональна угрозе. Видишь злую собаку — боишься, собака ушла, успокоился. Система включается-выключается, когда она нужна. А фобия — это сбои этой системы. У нее 3 особенности. Первое — страх не пропорционален реальной угрозе, и он иррационален. Испугаться паука и сжечь квартиру вместе с ним — вещи разные. Второе — это длится дольше нескольких месяцев. Это может обретать форму навязчивых мыслей, действий и не проходить само по себе. И самый важный критерий — это мешает вам жить. Вы не просто нервничаете перед выступлением, а прогуливаете школу, пропускаете встречи, имитируете болезни, лишь бы их пропустить. И именно тут кроется ловушка. Абсолютно любой страх можно превратить в фобию, если вы начнете его избегать. Когда вашему организму удается избежать угрозы, он выделяет дофамин. Однако, чем больше вы избегаете что-то несмертельное, например, знакомство с девушкой, каждый раз находя оправдание этого не делать, тем плотнее ваша нейронная связь, связанная с избеганием. И каждый раз, когда вы убегаете от пугающей ситуации, не идете навстречу, не пробуете новые, не берете телефон, стесняясь ответить, вы не спасаете себя от стресса, как вам может казаться. Вы делаете его сильнее, дрессируя свой страх. И, возможно, назад пути уже нет. В 60-х психолог Мартин Селигман ввел термин, который многим из нас известен – выученная беспомощность. Он провел достаточно жестокий эксперимент. Он разделил собак на 3 группы. Первую просто сажали в клетку и отпускали. Вторую сажали в клетку и подавали слабый ток, но оставляли возможность его остановить. А у третьей такую возможность забрали. И это случайно открыло феномен, который изменил наше понимание не только страха, но и человеческой воли. Вторая подопытная группа быстро понимала, у них есть контроль над ситуацией, они могли отключить ток. А третья группа училась другому. Что бы они ни делали, удары продолжались. Затем всех переместили в новый вольер, поделенный на 2 части. В одной был ток, а во второй нет. Между ними была низкая перегородка, через которую легко было перепрыгнуть. Собаки из первых групп быстро это понимали и перепрыгивали, а собаки из третьей группы, те, что выучили, что их действия ни на что не влияют, просто ложились на пол и скулили. Они даже не пытались, хотя выход был прямо перед ними. И это работает не только на собаках. Выученная беспомощность объясняет очень многое в человеческом поведении. Почему жертвы домашнего насилия не уходят, почему вы работаете на нелюбимой работе, почему отказываетесь попробовать что-то новое, даже если очень хочется. Потому что ваша внутренняя собака легла на пол и начала скулить. Но есть одно «но». В 2016 году, спустя более 50 лет, провели новые исследования этого феномена, но уже с современным оборудованием. И оказалось, никакой выученной беспомощности не существует. Наоборот, беспомощность — это наше состояние по умолчанию. В глубине вашего ствола мозга есть крошечная древняя зона – дорсальное ядро шва. Это главный поставщик серотонина. Мы привыкли считать его гормоном счастья, но технически это нейромедиатор, и в этой древней части мозга он работает как жесткий тормоз. Когда вы или собака из эксперимента испытываете стресс и не чувствуете контроля, ядро шва активируется. Но не для радости. Оно меняет химию мозга, сдвигая состояние в сторону тревоги и пассивности. И именно оно дает команду «замри и не трать силы». Ну или лежи и скули. А вот чтобы перестать скулить и начать действовать, должна включиться другая зона – вентромедиальная префронтальная кора. Это умная эволюционно молодая часть мозга, которая находится прямо за вашим лбом. Она оценивает ситуацию и только если понимает, что вы можете ее контролировать, посылает сигнал вниз к древнему ядру и отключает выброс серотонина. То есть вывод наоборот. Это вторую группу учили контролю, а третья просто оставалась на заводских для мозга настройках. Наш мозг – это энергоэффективный инструмент, который
который всегда ищет самые легкие пути. Нам не нужно быть слабыми, ленивыми и пассивными. Это происходит само собой. А вот быть сильным и брать ответственность, несмотря на прошлое, это противоестественный навык, которому мы можем научиться. И для этого иногда нужно просто поиграть в Тетрис. Наши страхи живут в наших воспоминаниях, то, что с нами произошло или чему нас научили. И фобия — это как бы старый вредоносный файл в нашей памяти. И раньше считалось, что память никак не изменить. Но современные исследования открыли феномен реконсолидации. Простыми словами, воспоминания о событии формируются по-новому каждый раз, как мы его вспоминаем. То есть фактически с возрастом мы помним не событие, а предыдущее воспоминание о событии. Словно постоянно сжимаем картинку, из-за чего она теряет свое качество, а потому многие детали забываются. И в момент, когда мы что-то вспоминаем, у нас есть возможность внести в него свои изменения, пока мозг вновь не закрыл и не сжал этот файл. Суть метода такова. Если специально ярко вспомнить конкретную сильную травму или стыдное событие, и в этот момент начать играть в Тетрис, 2048, 3 в ряд, в общем, что-то абстрактное и спокойное, происходит сбой. Дело в том, что у нашего мозга ограниченная видеопамять. Чтобы сохранить травму, мозгу нужно очень ярко представить ее картинку. Но если в этот момент вы забиваете этот же канал вращением фигурок, мозгу просто не хватает ресурсов. Он не может качественно записать и то, и другое. И в итоге эмоциональная яркость стирается. А когда эмоция притуплена, включается ваша логика, и вы, наконец, можете переписать смысл этого события. И папку с названием «Ужас, который меня сломал» переименовать в жесткий опыт, который сделал меня умнее. Таким образом, вы меняете свою роль в воспоминании, превращаясь из пассивной жертвы в героя. И для биохимии нашего мозга это две разные вселенные. Правда, работает это только со старыми файлами, с нашим прошлым. Но наш мозг всегда старается думать наперед, а потому в этой папке есть и недоступные файлы, наше будущее. Оно еще не произошло, но оно уже строится из наших предрассудков, событий, слов родителей, из старых файлов, которые работают на новые, как вирус. И пока этого файла нет, мы не можем его изменить. Но мы можем его защитить. Зачастую большинству тяжело вариться в этом всем самостоятельно, а профессиональная психологическая помощь оказывается многим недоступна. Поэтому хочу напомнить, что у меня есть бесплатный e-бот для психологической поддержки. Разумеется, он не заменит специалиста и не создан для лечения, но если вам сейчас это нужно, он всегда вас выслушает и поможет разобраться в важных для вас ситуациях и эмоциях. К тому же вы можете настроить его полностью под себя, как он будет с вами общаться и какую роль выполнять, и будет подстраиваться под ваш стиль общения. И теперь ему можно отправлять голосовые вместо текста. И все это полностью анонимно. А ссылка на бота будет в описании. Наш страх не понимает слов. Он не верит аффирмациям и позитивному мышлению. Он знает только язык опыта. Поэтому единственный способ что-то доказать мозгу – это сделать что-то. И желательно не умереть. Я безумно боялся высоты, но прыгнул с парашютом. Безумно боялся одиночества и начал путешествовать в одиночку. И никогда бы не мог подумать, но я боялся любви. Я годами мечтал встретить своего человека. Но когда я это сделал, я все разрушил. За годы неудачных отношений и попыток внутри меня сложился страх. Дальше будет больно. Я годами мечтал о любви, но боялся, что меня бросят, разлюбят. А потому, когда у меня что-то складывалось, я убеждал себя, что это не мой человек. И искренне в это верил. Думал, что это моя интуиция, мой внутренний голос. И, прикрываясь им, искал недостатки, закрывался, избегал и вообще считал, что никаких чувств у меня нет. Но все же в этот раз что-то не сходилось. И после кучи конфликтов я, наверное, впервые, что касается этой темы, спросил себя, почему? И понял, что я боялся вовсе не того, что человек мне не подходит. Я боялся того, что человек мне подходит. Ведь боялся счастья, потому что за него всегда страшно платить. Несмотря на желание пойти по старому сценарию сбежать, я решил остаться и попробовать. И знаете, у меня получилось. Конечно, не хочу загадывать наперед и предсказывать, как что сложится, но я рад, что я поступил иначе. Сколько лет в моих социальных сетях я шутил про отношения, сколько моих друзей слышали мои переживания об этом. И сейчас я наконец-то в отношениях, где я искренне люблю, без внутреннего страха. И по иронии, все это стало возможным только лишь благодаря страху. Годами он меня многому учил, что для меня важно, что для меня неприемлемо, что я хочу найти. Он выступил моим проводником, моим навигатором, но чем дольше я полагал,
переключался на этот автопилот, тем больше упускал что-то важное. К чему я это? Мы привыкли считать страх своим врагом, тем, от чего нужно убежать, что нужно удалить, стереть, заглушить таблетками или волшебными словами. И действительно, как бы вам ни хотелось услышать что-то иное и менее банальное в этом видео, но единственное решение побороть страх – это его пережить. Хотя бы сделать небольшой шаг в его сторону. Ведь страх – это не враг, это наш самый честный учитель и наш самый смелый союзник. Это маркер, который всегда стоит там, где находится что-то для нас важное. Мы не боимся того, что нам безразлично. Мы боимся высоты, потому что любим жизнь. Мы боимся сцены, потому что нам важно быть услышанными. Мы боимся любить, потому что мы хотим любить. Страх показывает вам, куда нужно идти. Поэтому не ждите, пока он исчезнет сам по себе. Слушайте, изучайте, обучайтесь у него. И всегда идите туда, на что он указывает. Сделать это никогда не поздно. Но будьте аккуратнее с тем, чтобы он полностью не завладел вами и не перенял управление. И хотелось бы еще раз вам напомнить. Вы — это не ваши травмы, не ваше прошлое и уж тем более не слова ваших родителей. Вы — это тот, кто принимает решение сейчас. Если вам страшно, значит, это точно того стоит. С вами был Альберт, подписывайтесь на канал и мои социальные сети в описании. И будьте смелыми. Всего хорошего.